مساء الخير جميعا. Мы очень большое внимание уделяем средствам массовой информации, тем более, что местные бахрейнские средства массовой информации недостаточно, безусловно, сообщают о том, что происходит в Бахрейне и тем требованиям, с которыми выступает бахрейнский народ. Надо сказать, что бахрейнский народ постоянно ведет борьбу за свои права. Это не только события 14 февраля 2011 года, но и на протяжении практически последних 50 лет бахрейнский народ добивается участия, более активного участия в решении государственных проблем. И любое политическое руководство в любой стране должно, безусловно, прислушиваться к своему народу. У нас в Бахрейне происходит настоящий диктат и угнетение бахрейнского народа, тогда как бахрейнский народ требует лишь демократических перемен. И наша оппозиция представляет самые разные слои оппозиционно настроенных масс. У нас и либеральные, и национальные, и левые, и другие силы. Все они объединились вокруг единой программы, совместной программы, которая конкретизировала требования нашего народа в целом ряде пунктов, и мы убедились, что Россия тоже наряду с другими силами в мире, они с пониманием относятся к нашим проблемам. Все правозащитные организации мира выступают за справедливую борьбу бахрейнского народа, считая ее законной. И в Бахрейне мы считаем, что наша проблема – это проблема политическая, наша проблема – это проблема и правовая. И 14 февраля 2011 года у нас начались демонстрации, и это происходило как бы в одном русле с теми событиями, которые охватили арабский мир, так называемой арабской весны. И мы с 14 февраля, возможно, весь мир следит за теми требованиями, которые выдвигает наш народ. Безусловно, власти пытаются замолчать наши требования и вместе с тем проводят репрессивную политику, подавляя движение нашего народа. И с самого первого дня мы выступали с требованиями, прежде всего, обеспечения прав человека. И единственным методом нашей борьбы мы выдвинули метод мирной борьбы, мирных демонстраций. И надо сказать, что то, что освещает пресса, это лишь малая часть того, что происходит реально в Бахрейне. Режим не гуманно обращается и с требованиями народа. Надо сказать, что наши требования появились не 14 февраля, у них длительная предыстория, может быть, она восходит еще к 20-м годам прошлого века. Мы боремся за права человека. С 50-х годов прошлого века у нас уже очень много людей погибло в борьбе, и каждое десятилетие из последних десятилетий в Бахрейне происходят различные выступления, можно сказать, революции. Каждое десятилетие у нас имеются все новые и новые жертвы. И последнее событие показывают, что значительное количество жертв имеется, и это зафиксировала даже комиссия по расследованию нарушений прав человека, которую сформировал сам король Бахрейна. И перед всем миром король признал правоту тех фактов, которые были освещены в отчете данной комиссии. Мы в
Однако при этом затем было практически ничего не реализовано из тех требований, которые выдвигались в этом отчете. И поэтому мы обращаемся к различным правозащитным организациям во всем мире, к международным организациям, правовым организациям, к Совету по правам человека. И в мае прошлого года и в сентябре 2012 года мы обращались к Международному комитету по правам человека, и был принят документ, был принят отчет по правам человека в Бахрейне, и Соединенные Штаты, и европейские страны, все они поддержали этот отчет, и в этом отчете были представлены 45 рекомендаций, которые были выдвинуты в качестве обязательных для руководства Бахрейна с тем, чтобы они были выполнены. И это, наверное, рекордное число требований, которое международное сообщество выдвигает к тому или иному государству. И это свидетельствует о степени того диктата, тех незаконных действий, ущемлений прав, которые осуществляет режим, правящий режим в стране. Существует практика замалчивания событий, происходящих в Бахрейне. И это и аморально, и не профессионально. И очень много говорится о том, что происходит в Сирии, о том, что происходит в Ливии, и вместе с тем замалчиваются те факты диктата, факты репрессий, которые происходят в Бахрейне. Замалчивается, например, тот факт, что правительство Бахрейна уже 43 года возглавляет один и тот же человек, и никакой замены ему не происходит, при том, что это не человек профессионально не подходящий для выполнения своих задач. Происходят такие события, как вмешательство в наши внутренние дела. Саудовские войска введены в Бахрейн для того, чтобы подавить наш народ. И это, пожалуй, впервые за долгие годы в арабском мире, когда правящий режим призывает к вмешательству других арабских стран для решения своих внутренних проблем. Мы требуем в Бахрейне создания выбранного правительства, а не правительства назначаемого. Наш народ выступает против этого, и вот, чтобы подавить подобного рода требования, вводятся войска. И наша оппозиция выдвигает требования к правительству начать диалог и ставит конкретные требования, но эти требования не находят понимания у правительства, и наоборот, этот диктаторский режим встречает эти требования огнем и насилием. И, в частности, реакции особой на вмешательство Саудовской Аравии в события в Бахрейне так и не было. В данный исторический момент, когда мы в Бахрейне рассматриваем вопрос о проведении общебахрейнского диалога, мы очень надеемся, что этот общенациональный диалог действительно приведет к эффективным результатам. Власти пытаются навязать нам определенную повестку дня, время проведения этого диалога и даже результаты этого диалога в одностороннем порядке. Мы согласились на проведение диалога для того, чтобы прийти к позитивным результатам и для того, чтобы добиться действительной стабильности и свободы в Бахрейне. Мы с самого начала революции и народных выступлений в Бахрейне связывали очень большие надежды на бахрейнское население, на народ, надеясь, что он ответит на те репрессии, которым он подвергается со стороны властей.
Мы в оппозиции уделяем также большое внимание и очень высоко ценим и международное сообщество. И мы высоко ценим усилия Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки в том, что касается ограничения политических репрессий, но в то же время мы требуем усиления поддержки наших требований. Мы призываем к тому, чтобы Россия также играла объективную и активную роль для того, чтобы мы в Бахрейне смогли осуществить демократические преобразования в интересах всего народа.